рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать, как вяжутся шишечки-защипы. Буду я это делать на примере узора вот этой маечки. Это красивый и простой узор. Единственная сложность у некоторых возникает из-за этих шишечек. Для вязания я буду использовать еще дополнительную спицу. Мне так проще, можно делать это, поднимая основной спицей петельки, но для удобства я буду использовать дополнительную. Чтобы показать полностью этот узор, я провяжу один ряд вот этих листочков, веточек. Так, приступим. Начинает вязание лицевыми петлями. Не довязывая одну петлю до 2 вместе, я провязываю эти 2 петельки с наклоном вправо. Делаю накид и 5 лицевых. 3, 4, 5. Далее идет накид, 2 вместе с наклоном влево и 4 лицевые петли. Далее опять накид и 2 вместе с наклоном влево. Далее идет лицевая гладь. Чтобы кромочная была более аккуратная, я ее вяжу вот таким образом. Последняя петля. Поддеваю предыдущую кромочную, которая состоит из 2 долек. Верхнюю дольку я снимаю, нижнюю оставляю на спице и провязываю как 2 вместе кромочную петлю. Тогда получается вот такая кромочка. В изнаночном ряду этого узора все петельки провязываются изнаночными. Накиды 2 вместе, все провязываем обычной изнаночной петлей. Вот накид у нас. Далее лицевые петельки. Вот 2 вместе, накид и так до конца ряда. Кромочную в конце ряда я провязываю таким же образом. Поддеваю предыдущую кромочную, надеваю на петельку и снимаю верхнюю петлю. 2 оставшиеся провязываю как 2 вместе лицевыми. Теперь в этом ряду я буду провязывать шишечки. Для этого я начинаю вязать лицевой гладью, так как у меня по узору идет. Шишечка в данном узоре состоит из 4 петель. И начинается она над накидом. От накида я отсчитываю 4 петли и начинаю провязывать шишечку. Первый ряд я вяжу лицевыми. Переворачиваю вязание. Провязываю изнаночные 4 петли, кромочную, как при обычном вязании, я снимаю. 2, 3, 4. Это 2 ряда мы провязали. Третий ряд. Тоже кромочную сняла. 2, 3, 4. Четвертый ряд. Количество рядов на самом деле может варьироваться в зависимости от пряжи и желаемого объема
шишечки. Я буду вязать шишечку на 6 рядах. Это у меня 5-й ряд и 6-й заключительный ряд я вяжу. 2, 3, 4. Теперь я поднимаю петельки самого первого ряда на дополнительную спицу. Их можно было поднимать в процессе вязания последнего ряда, то есть петелька провязывается, поднимается, провязывается, поднимается. Но мне так не очень удобно, и тогда кромочная у меня, по крайней мере, получается более растянутая. С дополнительной спицей это все выглядит более аккуратно. Я поднимаю петельки первого ряда. 1, 2, 3. Поднимаю вот сами вот эти дужечки. 4. Подняла 4 петельки, переворачиваю работу и провязываю петли основного вязания и поднятые петли как 2 вместе, с 2 спиц одновременно. Для этого я беру петельку с основной спицы, переношу ее на дополнительную и провязываю 2 петли вместе лицевой. Снимаю петли. Беру с основной, так, ниточка потерялась, переношу на дополнительную и провязываю 2 петли вместе лицевой. И так я провязываю все 4 петельки. Это 3-я петля и последняя 4-я петелька. Нужно стараться не растянуть петельки на этом этапе вязания, чтобы шишечка получилась аккуратная. Вот такая шишечка с складочкой у нас получается. Вот. И еще один раз покажу симметрично, как это делается, эта шишечка. Провязываю петли узора, ствол наших листочков. Далее идут лицевые петли, довязываю до накида и отсчитываю 4 петли. Первая петля — это петля накида. Вот 4 петли. И у меня пошел первый ряд шишечек. 4 петельки, вот я их провязала. Вяжу второй ряд. Кромочную снимаю, как при обычном вязании. Третий ряд снимаю обычным способом. 2, 3, 4. Четвертый ряд. Пятый ряд. И последний 6-й ряд. Кромочную снимаю. 2, 3, 4. В моем случае шишечка 4 петли с учетом кромочной. Теперь я поднимаю петельки самого первого ряда. Они здесь очень хорошо видны. Вот эти 1, 2, 3, 4 петельки. Поднимаю первую, вторую, третью и 4-ю. Поднимаю я их снизу, чтобы они не получались в вязании скрещенными. Переворачиваю работу и провязываю шишечку таким же самым образом.
Я снимаю первую петельку с основной спицы, переношу ее на дополнительную. Так, не подтянула ниточку, нужно ниточку подтягивать. И провязываю их как две вместе лицевой. Снимаю их. Далее переношу следующую петельку на дополнительную спицу и провязываю их две вместе лицевой. На камеру не совсем это удобно делать. Третья петля. Так, не теряйся. Третья петля. И сейчас я верну петельку на спицу. Четвертая петля. Переношу ее и провязываю как две вместе. Вот получилась вторая такая шишечка. Далее до конца ряда я провязываю лицевыми петельками. Кромочную я провязываю чаще всего вот тем способом, который я вам показала. 2 петли вместе. Изнаночный ряд после шишечек, все петельки вяжутся изнаночными. Они будут отличаться от обычных петелек, так как у нас там они шли по 2 вместе. Вот я их провязываю. Вот так это выглядит с изнаночной стороны. Это шишечка. Сейчас я довяжу ряд и покажу вам полностью изнанку, как все это выглядит. До конца ряда вяжу изнаночные петли. Вот здесь между шишечкой и петелькой ниточку нужно немножечко подтягивать, поплотнее вязать петельку, чтобы потом в изделии не получались дырочки ненужные. Так, и кромочная петля. Поднимаю предыдущую кромочную, внешнюю ниточку сбрасываю и провязываю 2 вместе. Вот у нас получились эти шишечки. Вот они. Вот как они выглядят на изнанке. Еле уловимое утолщение такое получается. Вот такой простой узор.